Ты почувствуешь ее с первой встречи. Давай посмотрим вместе, кто же она и что же с ней будет. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь, ребятушки, на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто еще не смотрел другие мои видео, заходите, там очень много, там тысячи новых и не очень новых видео на разную тематику, поэтому можете погрузиться туда. Я знаю, среди вас есть те даже, кто пишет, более 200 моих видео пересмотрел. Ну, спасибочки большое, мне очень приятно, конечно. Итак, смотрим, в каких вы энергиях находитесь. Для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Вы человек, который всегда привык все хорошенечко взвешивать. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это точно пословица про вас. Вы человек, который любит женщин, но женщин ухоженных, женщин, которые что-то собой представляют. Я не имею в виду, что вы вообще там какой-то гуляка. Нет, я просто описываю, вот каких женщин вы любите. Женщина должна быть умная, с ней должно быть интересно поговорить. Она не должна быть пустышкой. Она должна быть страстной. Вас причем вот как-то привлекают женщины, которые, ну, довольно серьезные. Может быть, пусть она себя более сдержанно ведет, но она не должна быть какой-то развязанной, раскованной, такой пустышкой, да, вот, которая, может быть, навязывается. Скорее, вы сделаете первый шаг к такой женщине, которая будет такая более серьезная, может быть, более скромная, потому что вы всегда рассматривали женщину, в общем я говорю, да, не именно вот обязательно на сегодняшний момент, а вот всегда для вас нужна была женщина, с которой можно было строить серьезные отношения. Не романы, а вот именно серьезные. Может быть, кто-то даже рассматривал в перспективе и как будущую женщину, да? То есть вы знакомились, вы уже знали, что вот мне нужна женщина для серьезных отношений. И давайте-ка сделаем маленький опрос как раз вот по этому поводу. Вот напишите, когда вы вообще по жизни знакомитесь с женщинами, вы делаете такие ставки, что вот я хочу серьезные отношения. Либо же вы знакомитесь и думаете, что вот я там закручу романчик. Вот с какой целью вы обычно знакомитесь с женщинами? Я не беру во внимание вечерочком на всю ночку. Эти шуры-муры мы сейчас не будем опрашивать, потому что я знаю, у меня большинство на канале, к счастью, серьезных мужчин. Поэтому просто вот мне интересно. Вы для себя так внутренне, мысленно как-то вот ставите такую цель, что вот я, если и буду кого-то искать, то только для серьезных отношений. Вы, как правило, видите женщин, у вас неплохая интуиция, вы видите женщин, которые серьезные. Вы видите женщин корыстных, для вас это вообще принципиально, потому что хочется, чтобы любили вас, а не ваши достатки. Особенно это проиграется у тех, у кого есть, в общем-то, неплохой капитал, которые, ну, нажили, как правильно, не знаю, в общем, филологи здесь есть, напишите, как правильно. Которые сколотили, вот так вот, да, скажу, капитал неплохой, либо же там машины, квартиры, то есть все ваши достижения, которые есть, вы это сделали сами, и вам хочется, чтобы любили не ваши машины, квартиры, либо что вы там еще имеете, а чтобы вот любили именно вас. Поэтому для вас вот принципиально, чтобы женщина была не корыстной. Вплоть до того, что вы будете ее проверять, тестировать как угодно. На детектор лжи, я думаю, вы не будете сажать ее. Но это очень-очень такой большой жирный пунктик в вашей жизни. Вы человек, который прошел суды в своей жизни. Опять же, это суды могут быть разводы, алименты, какие-то, я не знаю, может быть, дележки, какие-то юридические моменты, наследство. Суды эти вы скорее выиграли. Либо же, ну как-то вот по суду было все очень четенько разложено, все аргументировано и, ну, все сделано по справедливости.
Здесь не пришлось никого подговаривать, заговаривать, наговаривать. Здесь именно все вот по справедливости было, по закону. Что еще мне о вас нужно знать? Так, новый человек, который вот если любит, то любит уже всей душой и всем сердцем. Вот вы реально, если вы влюбляетесь, ну вы, наверное, ручным становитесь. Вот я всегда сравниваю, да, вот такой белый пушистый котенок, ребят. Ну вы же понимаете, да, что это сравнение и какое это сравнение, что это значит. Да, вы все взрослые, сильные, смелые мужчины, но влюбленный волк уже не хищник. И это тоже вы знаете. Когда вы влюбляетесь, вы теряетесь, вы одеваете розовые очки, ну и пошла жара, да, и с вас начинают порой ваши женщины вить веревки. Так было, так и есть, и так будет. Вы человек, который не боится отстаивать что-то, вы такой борец за справедливость. Могут еще вам говорить, что у тебя слишком длинный язык, вот помолчи, ну почему ты лезешь со своей правдой, ну вот в таком духе еще могут вам окружающие говорить, да, вот за ваше такое правдолюбие. Вы человек, который все, что делает, делает исключительно сам. Вы как-то по жизни стараетесь, ну, то ли мало просить помощи, то ли это бывает в каких-то очень-очень там, ну, самых тяжелых каких-то моментах, если вы понимаете, что вы сами не выкрутитесь, не справитесь. Так, в общем-то, полагаетесь по жизни на себя. Ну и, конечно же, вы живчик. Что я могу сказать? Вы живчик, и несмотря на то, даже сколько вам лет, вы очень активный мужчина. По крайней мере, то, что я вижу, у вас есть еще порох в пороховницах, есть полно энергии. А может проиграться, что у кого-то из вас энергия немножко так заснула. Она есть, но нет. Вот я очень часто, кстати, говорю это в своих видео. Это чисто психологический момент. Нет мотиватора. Вот если бы появился человечек, да, но обычно это любимая женщина. Если женщина появляется, вырастают крылья у мужчины, да, и сразу же, где мои 17 лет, и вы мчите, и готовы горы сворачивать, и вы полны сил, хоть вам и 70, хоть 80, да хоть 100 лет. Нужна мотивация. Поэтому даже те из вас, которые думают, что все, уже сил нет, ничего не хочется, ничего не может, это неправда. Просто у вас нет мотивации. Итак, давайте посмотрим, кого же вы все-таки почувствуете при первой встрече. Кто же это будет? Что же это за женщина? Смотрите, все-таки есть среди вас те, которые уже, наверное, ни во что не верят. Вот это печалька. Вот вы не верите, да, что, может быть, еще влюбитесь, что, может быть, еще какие-то будут такие серьезные отношения. Ну, вы, ну, может быть, на 1% верите. Больше становится, вот знаете, чем старше, становится больше каких-то негативных мыслей. Хотя я вам скажу, что в вашей жизни появится женщина, она будет моложе вас. У кого-то может проиграться, что намного моложе. Пусть это не пугает, но это не на 50 лет, не на 40, я думаю. Хотя, кто его знает, да, пути Господни неисповедимы. Но это такая озорная девчонка. Это такая... Вот она хоть и взрослая, но она такая шалунишка. Вы просто не сможете устоять перед ней. Неважно, какая разница будет в возрасте. Вот вы с первой встречи, с первого знакомства, может быть, даже, опять же, я всегда говорю, поскольку это общий расклад, даже если вы по интернету общаетесь, да, ну, начнете общаться, вы почувствуете даже вот в тех же смс-ках сразу ее озорство какое-то, шутки, задор, юмор. Даже вот, ну я думаю, многие из вас через это прошли, что бывает переписываешься с человеком и влюбляешься чуть ли не по переписке, именно в манеру общения. Если это там голосовые, либо же по телефону, ты в голос можешь влюбиться, да, ну то есть приятный голос, сексуальный голос, да.
То есть это человечек, который, ну, не может не притягивать к себе. Вот вы почувствуете ее вот, ну, всеми фибрами души, всей клеточкой, что это ваш человечек, и вы будете с одной стороны диву даваться, ну как же, ну разница в возрасте, а с другой, ну вас настолько будет к ней тянуть, настолько вот она легкая в общении, она озорная, она классная. С ней вы научитесь улыбаться заново, те, кто уже, может быть, давно не улыбался, либо же редко вы улыбались. Она такая, знаете, она хрупкая, она может быть невысокого роста. Скорее такая темноволосая шатенка, волосы не длинные. Ну, плюс-минус, ребят, мы сильно к внешности не привязываемся, потому что, опять же, это общий расклад. К этой женщине, к девчонке, вот мне почему-то хочется ее назвать, девчонка-озорница. К ней захочется мчаться, где бы она ни жила, даже если у кого-то проиграется, что она там в другом городе живет, может быть, даже у кого-то в другой стране проиграется. Вы настолько проникнетесь к ней, вам захочется просто мчаться, плыть через моря, океаны. И та самая энергия, о которой я вот сегодня говорила, да, у некоторых она спит, вот эта энергия проснется благодаря этой озорнице. Когда вы будете воочию общаться, да, все больше и больше с ней, настолько вы изменитесь внутренне. Вот знаете, возможно, даже вы будете источать какую-то другую энергетику, более светлую, более теплую. Вот как будто это, ну, что-то такое заразное, да, в хорошем смысле слова. Она вас просто будет заражать своим настроением, своим позитивом, может быть, даже своим озорством. И даже те из вас, кто, казалось бы, уже солидные мужчины, да, может быть, даже вы там, ну, такой прям серьезный, брутальный, может быть, даже кто-то начальник из вас, да, но вы тоже начнете что-то такое чудить вместе с ней, начнете, ну, как сказать, даже вот не могу слова подобрать, ну, что-то делать такое озорное, вот как обычно это делают подростки, юноши, дурачатся, да. Это как раз те отношения, в которых вы сможете быть сами собой. Благодаря этой девчонке-озорнице вы сможете открыть свою такую, может быть, зажатую душу, которую вы давно уже никому не открывали, либо же очень редко открывали. Это так здорово на самом деле, когда есть партнер, с которым ты можешь подурачиться, поприкалываться, вот, ну реально вот как озорные дети. Напишите, ребят, у вас вообще были когда-нибудь такие отношения, где вы были сами собой, где не нужно себя контролировать, где можно дурачиться, где можно говорить то, что вы думаете, делать то, что вы думаете? Были у вас такие отношения или нет? У кого не было, ну тогда это печалька. Тогда тем более это просто супер будет, когда у вас появятся отношения с такой девушкой. Что еще будет? Смотрите, общаться вы будете, да, вы в омут с головой в эти отношения, но в то же время вы слишком торопить события не будете, да, вы не будете, что строить планы, все, завтра женюсь, нет. Наоборот, как-то вот это вот, то ли это ваше воспитание, то ли внутренний вот этот червячок сомнений, он все равно будет периодически какие-то мысли вам в вашу буйную голову вносить. Даже по поводу того, что большая разница, а что люди скажут, да, если там та же разница большая. Она тебе в дочке там годится, к примеру. Ну, то есть у всех будут разные мысли, ну, у каждого свои, понятное дело. Но червячок сомнения будет периодически, поэтому вы не будете торопить события, вы будете кайфовать, но как-то вот не спеша. Вы не будете рваться в ЗАГС, скажем так. Ох, какие страстные отношения, ох, какие страстные. Кто-то из вас даже, возможно, устроится либо на подработку какую-то, может быть, еще дополнительную работу возьмете. Потому что вы будете понимать, что
ну, хочется эту девочку чем-то побаловать. Причем она вас просить не будет, ребят, вот что. Это будет такой внутренний порыв. Вам захочется что-то для нее приятное сделать. Она настолько окунет вас в мир позитива, что вам захочется отдать хоть что-то, да, хоть чем-то материальным, хоть какой-то подарочек, хоть какую-то поездку, там, ну я не знаю, ну что-то приятное для нее сделать, куда-то сводить, свозить. А для этого нужны деньги, поэтому начнете очень рьяно зарабатывать, особенно те, кто считают, что вот вы, может быть, маловато зарабатываете. Может быть, вы даже будете комплексовать немножко по этому поводу, что ну как же, ну что же мне делать, да, ну вот где же взять деньги? Ну вы очень быстро, вот те, кто будут хандрить по поводу денег, очень быстро возьмете себя в руки и... Но все-таки будет какая-то то ли подработка, то ли вторая работа. Без денег вы сидеть не будете. Поэтому вопроса финансового у вас стоять не будет. То, что это горячая девчушечка во всех смыслах слова, это однозначно. Вот она горячая. Поначалу вы будете ее скрывать ото всех. Опять же, у кого-то может стоять вопрос возраста, разницы в возрасте. Плюс вы будете еще опасаться какой-то, ну, то ли зависти, то ли осуждения. Я не знаю, у каждого свое будет. Поэтому поначалу вы будете ее скрывать, возможно, даже друзьям, но вот никому не скажете. Вы будете наблюдать и думать, что, ну, вот когда уже... ну там чуть ли не жить вместе будем, вот тогда я расскажу вот в таком плане. Плюс еще среди вас же есть суеверные люди, которые боятся сглаза, да, вот потому что сглазить можно самому себя. Я думаю, вы тоже это знаете, поэтому часто бывает, чем похвастаешься, без того и останешься. Ну вот такой парадокс. Это многие люди замечали, я думаю, вы тоже. Девочка страстная, девочка активная, девочка, с которой, ну точно Бобик ваш не соскучится. И я думаю, времени на отдых будет очень мало. Поэтому, мои любимые мальчишки, знаете, вот я искренне рада за вас. Если у вас такая озорница появится в жизни, это такой кайф любить и быть любимым. Это такой кайф, когда ты можешь со своей половинкой все что угодно чудить, дурачиться, вытворять, как угодно озорничать. В общем, творить все, что душа пожелает. Поэтому я вам всем искренне желаю встретить такую девчонку-озорницу, такую шалунью, с которой вы, наконец, сможете быть сами собой, с которой вы сможете глотнуть глоточек вот того чистого воздуха, которого вам так порой не хватает, получить те эмоции, которые мы, к сожалению, многие недополучаем в современном мире. Это так здорово, когда ты бываешь хоть немножечко счастлив, чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!